Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим торт «Шоколадная девочка». Будет он с вишней. Прекрасно подходит для праздничного новогоднего стола и готовится несложно. Прежде всего нам нужно сделать начинку. 300 граммов вишни, у меня замороженная, без косточек. Добавляем к ней 2 столовые ложки сахара и в ковшике с толстым дном прогреваем на среднем огне все, чтобы вишня растаяла, пустила сок, а сахар растворился. После чего вливаем смесь воды и крахмала. Вода 50 мл, крахмала столовая ложка с горкой. На маленьком огне завариваем нашу начинку. Сок от вишни должен стать прозрачным, похожим на кисель. Накрываем пищевой пленкой в контакт, даем остыть полностью. Для крема нам понадобится 200 грамм темного шоколада, у меня 70%, и 500 мл жирных сливок. Добавляем к шоколаду половину нормы сливок, прогреваем сливки и размешиваем все, чтобы шоколад растворился в сливках. После чего добавляем оставшуюся половину сливок, размешиваем. У нас получились шоколадные сливки. Убираем их в холодильник. Шоколадные сливки должны стать очень холодными, чтобы крем взбился. Для теста нам понадобится 2 яйца, щепотка соли. Миксером 1-2 минуты все взбиваем. Продолжая взбивать, добавляем баночку сгущенки 380 грамм, все размешиваем и вливаем 100 граммов растопленного сливочного масла. Масло должно быть остывшим, комнатной температуры, не горячим. Это наши жидкие компоненты. Сухие компоненты: 150 граммов мука, 50 граммов какао, 10 граммов разрыхлителя. Все это мы просеиваем в миску к жидким компонентам и перемешиваем. Можно это сделать лопаточкой, я это делаю миксером. Пошаговый рецепт и в граммах и стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Тесто должно лентой стекать с лопатки, достаточно жидким. Все как следует перемешиваем. Тесто у меня получилось 760 граммов. Я его делю на 2 части по 380 граммов. У нас будет 2 коржа размером 30 на 40 сантиметров. Я делаю корж на коврике тефлоновым размером 30 на 40 сантиметров. Как следует размазываем первую часть теста ровным слоем. Выпекать мы будем на перевернутом противне, заранее разогретый на 200 градусов режим вверх-вниз духовки. 7-8 минут. В моей духовке корж пекся 8 минут. Достаем корж через 8 минут, переворачиваем его на чистый лист пекарской бумаги и аккуратно снимаем тефлоновый коврик. То же самое мы проделаем со второй частью теста. Когда корж остынет, разрезаем его на 3 части. У нас получится 3 прямоугольника размером 13 на 30 сантиметров. То же самое мы делаем со вторым коржом. Итого у нас получится вот таких прямоугольников 6 штук, 6 слоев теста. Наши шоколадные сливки стали холодными, прекрасно взбились. Буквально несколько минут у нас получился пышный крем. Блюдо, на котором мы будем собирать торт, я выстилаю по периметру полосками пекарской бумаги, чтобы оно осталось чистым после сборки торта. На центр выкладываю небольшое количество крема, чтобы корж у нас зафиксировался. Делю начинку вишневую на 3 части. У нас будет 3 нечетных коржа, промазанный вишневой начинкой. 1, 3 и 5. 2, 4, 6 корж мы покрываем только кремом. Выкладываем на начинку крем шоколадный, небольшое количество. Я это делаю при помощи кулинарного пакета. Мне так удобно. И собираем так наш весь торт. Нечетные с вишней, четные только с кремом. И верх, и бока торта я смазываю шоколадным кремом. Украшаю сверху натертой стружкой шоколада. Вообще этот торт можно сделать и без вишни, но для меня сочетание вишни и шоколада фантастически вкусное. Приготовьте таким вот образом с вишней. Уверяю вас, вам понравится. Убираем торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. У меня торт стоял ночью в холодильнике. Ну и как же торт без вишенки на торте? Украшаем вишней торт, чтобы он нарядно смотрелся на праздничном столе. И сейчас мы будем разрезать торт и пробовать. Режется он прекрасно. Нож идет как по маслу, он мягчайший. Посмотрим, какой он в разрезе. Посмотрите, слои крема, слои шоколадного коржа, вишня. Ну что, пробуем.
Друзья мои, это фантастически вкусно. Приготовьте, и пусть ваши новогодние праздники будут мирными, здоровыми, веселыми и вкусными.